Ребята, всем большой привет! Конечно, знаю, что обещала вам снимать видео по утрам, но видите, уже вечер в Одессе. Сегодня получается вечерний эфир. Надеюсь, что у вас все в порядке. Новый год вы отпраздновали, все хорошо, все наелись вкусных салатов и разнообразных блюд. И впереди у нас Рождество, да, друзья мои, Рождество. Я сегодня весь день думаю, ломаю голову, что приготовить на стол на Рождество. Как бы, ну, это понятно, что это должны быть постные блюда, но мои, конечно же, не всегда за одни только постные блюда, чтобы были на столе. Ну, пару наметок у меня есть. Конечно же, это будут 2 или 3 вида вареников, парочку салатов. Но уже надо поторопиться. Праздник приближается. Мы отмечаем Рождество по традиции с 6 на 7 января. Хотя с 24 на 25 декабря мы тоже Рождество праздновали. Ну, более скромнее. Что вам сказать? Сегодня очень дождливая погода в Одессе. Слава богу, спали мы нормально. По крайней мере, в нашем районе была тишина. Я последнее время очень поздно ложусь. Не знаю, как вы, но вот этот год, Новый год, у меня сдвинулся как-то отход ко сну. И поэтому утром меня тяжело поднять, а вечером очень тяжело меня уложить. Всегда я что-нибудь себе вечером и найду. И у меня недавно какое-то занятие. И недавно у меня такая мысль промелькнула, что, наверное, таки правда, что я сова. Напишите в комментариях, кто из вас жаворонок, а кто сова. Спасибо, кстати, вам за ваши комментарии, за ваши лайки, за ваше участие в создании атмосферы доброжелательной на этом моем новом канале. Это мой новый канал, звать меня Аня, я живу в Одессе, уже, ребята, 41 год я живу в Одессе. Я не родилась в Одессе, не родились в Одессе мои деды, бабки и родители, мы не одесситы, но я уже мои дети родились в Одессе, и я уже 41 год живу в Одессе. Это уже немало и немного. Знаю одесситов, которые в 5-м поколении одесситы и столько времени проживают в своем любимом городе. Одессу я обожаю. Из Одессы уезжать я не желаю. Одесса мой родной город по духу. Ну вот, погода в Одессе меня очень часто в зимнее время расстраивает, потому что у нас тепло, сегодня до 8 градусов, и у нас, если должны были быть бы, может быть, при минусе снег и метель, а у нас ветерок и дождь. Немножко это в январе расстраивает. Лужи, туман. В общем, вот такая наша одесская зима. Хотя в области выпал снег. И в области народ радуется этому явлению, снегу. Друзья мои, анализирую результаты двухмесячного ведения нового канала. Благодаря вам канал растет. Большое спасибо за ваше доверие, за вашу лояльность. Обещала вас знакомить с результатами, статистикой нашего канала. Вы тоже вольно-невольно участники этого процесса. 160 подписчиков на канале на сегодняшний день. Большое вам спасибо. Очень приятно. Приятно, что лайкаете, приятно, что ставите свои реакции.
оставляете в виде комментариев и лайков. Пишите ваши пожелания, ваши вопросы в комментариях под видео. По возможности на добрые, позитивные комментарии буду отвечать. Сегодня с утра я не снимала видео, но мои ребята жарили сырники. Это было очень вкусно и очень забавно. Так что утро мое сегодня началось с красивых, именно с красивых, правильной формы и вкусных сырников. Представляете, как это приятно маме, когда мужская часть семьи на кухне. Вот так. Меня сегодня немножечко разгрузили. Я сегодня реально отдыхаю. В обед у меня было посещение моей мамы. Я ездила к ней в гости с гостинцами. И после обеда мы заехали в Метро. В Метро любит делать покупки мой муж. Я не очень, ребята, люблю Метро. Из-за его такой, знаете, непривычной, как это вам сказать, мне больше мне привычнее Таврия, Сельпо, те сети, которые я недалеко от дома посещаю, и я, попадая в Метро, всегда теряюсь в ассортименте. Он прикольный ассортимент, но непривычный. И поэтому сегодня, конечно, я побродила по Метро, много для себя чего открыла, категорий товаров разных, но с пользой провела время на территории торгового центра Метро. Ребята, хотите знать, какая погода сегодня? Вот такая погода. Жорка спит целый день, поест и спит, поест и спит. Но сегодня успели с ним погулять. Реально уснул. Уже надо будет скоро его подстригать. Это любимый его ковричек. Он обожает на нем спать. Сегодня, слушайте, попрошайничал весь день. То мяско ему дай, то котлетки. А я боюсь его сильно угощать, потому что думаю, иди знай. Нагулялся сегодня на улице, промок, хотя был в своем фирменном костюмчике. Пришел, я ему лапки помыла, и он улегся, покушал и улегся, и целый день дрыхнет. Вот такая вот погода в Одессе. У меня, слушайте, какая-то бесконечная проблема с этими бацами, со всеми видами наушников. И сегодня мои ребята пошли и мне купили вот такие новые. Представляете? Ну, буду пробовать. Буду пробовать. Я постоянно где-то теряю. Выходят из строя. У меня были самсунговские. Они где-то и есть. Фирменные. Уже вторые. На iPhone тоже JBL. JBL, по-моему, так называется. Тоже один не работает. Один заряжается, второй не заряжается. Отдали в ремонт, нам их вернули через несколько недель, промурыжили их там на сервисе и сказали, что ничего не могут сделать. Теперь вот эти, они дешевые, но по отзывам пишут, что они, в принципе, нормальные, цена-качество. 999 гривен, они сейчас в Комфе стоили вот сегодня. Я, знаете, у меня такая есть привычка, особенно если хорошая погода и длительные прогулки, я могу что-нибудь включить на YouTube и слушать идти. Потом где-то вытянуть, ну, вытащить. Как правило, беру один наушник. И потом где-то в карман положу. Короче, уже было много раз, что я их теряю. Один раз было, что я мыла здесь окно, слушала видео какое-то интересное, и так нагнулась, и он у меня выпал прямо в окно. Бегала, поднимала, но, слава богу, не разбился. Не знаю, как у вас, но у меня просто катастрофа с этими наушниками, я их называю.
и с проводными, и беспроводными. В общем, какой-то цирк. Это какой-то, знаете, как говорят, носки пропадают в квартире, там куда-то исчезают в страну потерянных вещей. А у меня вот бац, и вот это очередной 4-й или 5-й комплект. Проводные я не очень люблю, потому что ну, с ними неудобно. Надо куда-то поместить смартфон, какой-то карман, если вот ты чем-то занят, и надо передвигаться, если по квартире. Короче, какой-то кошмар. В общем, сегодня временно мою проблему ребята мои решили. Как надолго, не знаю, как будут эти Oppo, по-моему, Oppo. Как они будут надолго работать, не знаю. Сейчас покажу вам. Это у меня скрипит стул. Стул сына вот этот очень скрипучий. Мне вчера сын мой младший дал погонять свои наушники, но мне неудобно. Они с меня соскальзывают, короче. Тоже вот такой фирмы этой, да? JBL, тоже JBL. Короче, ребята, какой-то ужас. Так что я на все праздники, меня если спрашивают, что тебе подарить, у меня всегда один ответ. Ребята, у меня ночной дежур. Купила себе вот такие конфеты апельсиновые. Слышу, муж ругается, Жорик уже полез за моими наушниками. Вот такие вот люблю конфетки. Вот у меня пробивает вечером на чаепитие. Наверное, это плохой знак. Люблю все, что с желейками. И у меня есть еще такой калач из Таврии. Ну и чаек лаваре заварила. Сейчас будет вкусно-вкусно. И вам тоже желаю мирной ночи. И чтобы было всегда вкусно-вкусно. Всех обнимаю. Пока-пока. Что ты прибежал? У меня ночной дежур. Ты чего прибежал? Что? Тут мяса нет. Тут кусочек кексика и конфетки. И понимаешь, нос, я холодец не ем, нет. Сегодня доедала холодец, так он тут устроил крики. Устроил крики. Всем привет от Жорика. Аж расстроился. Ты уже поужинал, тебе хватит. Надо беречь фигуру.